Здравствуйте, дорогие мои близнецы! Это ваш астрологический прогноз на август 2023 года. Куча событий может произойти в вашей жизни. Давайте поскорее разбираться. Но прежде всего, пожалуйста, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Таким образом, больше близнецов могут узнать свой прогноз. Месяц начинается с полнолуния в вашем 9-м доме гороскопа. Этот дом отвечает за стратегию будущего, за планы. Возможно, вы сядете за стол и будете писать, куда вам нужно стремиться, шаг за шагом, продумывая каждое свое действие. Этот дом также означает учительство. Вы будете делиться какой-то информацией, может быть, кому-то поможете, дадите совет, либо возьмете кого-то под свое крыло, будете стажировать на работе кого-то, либо клиенты к вам новые придут, и вы будете их обучать. Если вы, допустим, открываете свои курсы онлайн или работаете в сфере образования, вы словно будете вести толпу людей за собой. У вас будет много энергии, много решительности для того, чтобы четко понимать, куда я иду и где меня ждет успех. Также 9-й дом означает высшее образование. Возможно, вы будете принимать решения, писать заявление куда-то в институт поступать, или повышать свою квалификацию, или получать какие-то сертификаты, бумаги, которые могут подтвердить уровень вашего профессионализма. И вполне вероятны встречи с людьми из разных культур. Может быть, вы поедете за границу и там будете общаться с людьми с абсолютно другим менталитетом. В любом случае, начало месяца будет эмоциональным и гиперчувствительным. Будьте к этому готовы. Хочу вам напомнить, дорогие близнецы, что ретроградная Венера в вашем 3-м доме гороскопа до 4 сентября. В это время, возможно, к вам вернутся какие-то старые партнеры, бывшие супруги или бывший супруг. Будет общение на какую-то тему, может быть, касательно алиментов или развода, или каких-то будущих совместных планов. Возможно, вы получите новости касательно бывших партнеров, либо кто-то вам может подарить даже транспорт, автомобиль, или отсудить этот автомобиль у бывшего любимого человека. В это время не стоит совершать никакие нововведения во внешности, ложиться на какие-то пластические операции. Вообще, ретроградная Венера дает нам результаты, которых мы не хотим. И, возможно, если вы пойдете надувать губы или увеличивать уши, они будут такие, как у слона, а губы будут вообще не закрываться. Будьте аккуратны, пожалуйста. В этот месяц также не стоит брать деньги в долг, кредит или продавать недвижимость. Лучше подождать до 5 сентября, это как минимум, а потом уже решать все свои дела и делать какие-то инъекции красоты. 16 августа новолуние в вашем 3-м доме гороскопа. Возможно, новости, которые вы сейчас получаете, вы устанете от них, захотите отстраниться. Может быть, отпишитесь от каких-то пабликов, от каких-то новостных лент. Вы не захотите впитывать весь негатив и всю информацию пропускать через себя. Вы и так можете очень сильно волноваться по поводу всего на свете. Лучше, конечно, сосредоточиться на себе и на своем состоянии. В это время вы, возможно, будете подписывать какие-то бумаги. Это могут быть договора, это могут быть трудовые договора, это могут быть документы, связанные с арендой недвижимости или связанные с транспортом, если вы будете покупать автомобиль. Также 3-й дом означает и наших братьев и сестер. Может быть, они обратятся к вам за помощью, за советом, позовут в гости, либо встреча с ними точно обеспечена. В новолуние вы делаете остановку, смотрите в прошлое, думаете, а как я себя вел, как я себя вела, о господи, куда я шла, зачем я это сделала, о господи, как же мне жить. Все нормально, не нервничайте, новолуние пройдет, оно действует 2 дня до и 2 дня после. То есть, грубо говоря, где-то 19 числа вас уже отпустят вот эти вот переживания, вот эта возбудимость, состояние вот этой эмоциональности. Успокойтесь, пожалуйста, и ничего не рубите с плеча. В это время не стоит принимать серьезных решений ни в какой из сфер жизни. 24 августа Солнце входит в ваш 4-й дом гороскопа. 4-й дом – это забота. Забота о себе или о ближних. Возможно, потребуется ваша помощь, ваше внимание к близким, к бабушкам, к дедушкам, к тетям и дядям. Может быть, вы
повезете кого-то в поликлинику или в больницу, или делать какие-то анализы, или просто быть рядом, выслушать кого-то, поддержать кого-то добрым словом. Ну, либо наоборот, кто-то приедет к вам, будет вас утешать, будет вас успокаивать, обнимать, целовать и вообще дарить вам все свое тепло, радость и внимание. Также четвертый дом обозначает и безопасность. Возможно, вы почувствуете, что сейчас, на данный момент в жизни, у вас какая-то нестабильность. Либо в отношениях, либо в работе, в финансах. И вам потребуется немного усилий, чтобы привести все в порядок. Солнце тут вам поможет, даст вам эту энергию. Идите вперед, верьте в себя, все получится. Ну и также этот четвертый дом отвечает за нашу родину, за наш дом, где мы родились, где мы выросли. Вас потянет туда, вы захотите приехать в гости к старым друзьям, вы захотите побегать по полю с ромашками, залезть на дерево, на котором вы строили шалаш, или просто посетить кафе, в котором было вкусное мороженое и трубочки с кремом. Встреча с мамой, с бабушкой, с тетей, любого родственника женского пола пойдет вам на пользу. Поэтому купите вкусный торт и бегом в гости. В этот же день, 24 августа, Меркурий разворачивается в ретроградное движение в этом же четвертом доме гороскопа, аж до 15 сентября. В этот момент возможно задержание транспорта, возможно перемены в расписании, если вдруг вы улетаете куда-то в отпуск или уезжаете на поезде, или уже затарили автомобиль и тронулись в путь, возможно какие-то пробки, возможно перенесется рейс или какая-то остановка будет длительная. И вы попадете туда, куда хотите, не вовремя. Не стоит заключать договора, подписывать какие-то счета крупные, где большие суммы денег. Или там, не знаю, продавать недвижимость. Ни в коем случае, потому что это уже вторая планета ретроградная в этом месяце. А это говорит о том, что лучше перенести все вот эти вот денежные, финансовые потоки до сентября. Возникает большая вероятность, что вас обманут, что вы получите не все деньги, или прибыль уйдет не к вам в руки. Что касается четвертого дома, в котором будет ретроградный Меркурий, то здесь возможна ситуация, когда вы вернетесь домой, и там будут разговоры с вашими родственниками о продаже дома, о продаже участка, о продаже части квартиры или вообще полностью всей квартиры, о продаже транспорта, автомобиля. Может быть, будут диалоги не совсем приятные для вас. И Меркурий еще раз напоминает, что сейчас не время соглашаться, не время давать свой зеленый свет. Да, и все я продаю, сейчас запоем, сейчас пойдем потусим, потому что денег много я получу. Ни в коем случае. Лучше подождать, снова повторяю, после 15 сентября. 28 августа планета Марс входит в ваш пятый дом гороскопа. Марс энергия сильная, импульсивная, такая агрессивная и резкая. Словно пинок вам кто-то дает, и вы бежите, сломя голову вперед. Главное, конечно, не упасть рыбкой, а выдержать все это напряжение. Начнем с того, что пятый дом — это флирт, романы, свидания. Возможно, вас позовут пройтись по улице, подарят вам букет роз или какую-нибудь коробочку с вкусными конфетами. Вообще, в этот период времени, если у вас есть какой-то человек, которому вы что-то чувствуете, пригласите его куда-то, сделайте ему предложение, либо просто проведите время с человеком, который вам безумно нравится. Марс поможет вам сделать вот этот решительный шаг. Вы ничего не будете бояться в этот день, главное не перезагружать свои мозги и не думать о неудачах. Также пятый дом — это все, что связано с любовниками. Может быть встречи, может быть какие-то переговоры, может быть какие-то тайные переписки. Будьте аккуратны. Все, что связано с играми, с азартом. Может быть, Марс заставит вас потратить какую-то сумму денег на, не знаю, лотерейный билет или на какие-то ставки. Ни в коем случае этого не делайте. Лучше сохраните деньги, они вам еще понадобятся. Хорошее время для соревнований, для участия в каких-то шоу, в каких-то презентациях. Марс даст вам вот это вот стержень, вот этот стимул, чтобы выстоять и выиграть, получить этот долгожданный успех. Дерзайте, у вас все обязательно получится. Не сидите на месте, не сидите в четырех стенах, как я, а просто действуйте. В это время вы можете уехать в отпуск, потому что пятый дом гороскопа — это развлечение, это то, что приносит нам радость. Может быть, творчество, вы будете писать книгу или слушать свою любимую музыку, посетите концерт любимой группы или посмотрите офигительный фильм, который приносит вам колоссальное удовольствие. Ну и также этот дом означает детей. Может быть, вы решитесь на то, что пора.
пора заводить ребенка, пойдем, милый, или пойдем, милые, уединимся и сделаем это. Либо, наоборот, перенесете данное мероприятие на какой-то срок. А если у вас уже есть дети, то здесь потребуется ваша помощь, ваше решение, к вам придут за советом, либо вам нужно будет, вот знаете, как будто вот стукнуть по столу и сказать: так, все, вот я сказал, или я сказала, и вот так должно быть. Все, потому что Марс будет в 5-м доме, и по-другому как-то решить дела не получится. 29 августа планета Уран разворачивается в ретроградные движения в вашем 12-м доме гороскопа. Во-первых, вам нужно знать, что в это время возможно нововведения какие-то в работе, какие-то обязанности будут новые, какой-то человек новый придет в коллектив, и изначально вы будете относиться ко всему этому немного с негативом. Вам не захочется с этим сталкиваться, вам не захочется никого обучать, вам не захочется с этим человеком общаться. Это все проделки ретроградного Урана. Окружающая обстановка будет вас нагнетать. Будет ощущение, что вы вообще не в своей тарелке. Потеряете баланс, потеряете чувство стабильности. Это очень важно понимать и поймать это состояние. Что касается 12-го дома, так это погружение в себя, в свои переживания, в свой внутренний мир. Вы будете в этом копаться. А вот могу ли я решить эту задачу? А нужны ли мне эти проблемы? А надо ли мне ограничивать себя от другого человека или работать вместе в тандеме, или придется вообще защищать свои личные границы, потому что кто-то, возможно, их будет переходить. 12-й дом — завершение чего-то, какого-то процесса в вашей жизни, какой-то проблемы, какой-то задачи. В ретроградный Уран покажется, что вы не можете это решить, вы не можете это сделать. Будет ощущение, что это вообще нереально, невозможно, что это не с вами, что вы хотите вообще быстро от всего отключиться и уйти в какую-то скорлупу, спрятаться, чтобы вас никто не трогал. Очень важно понять следующее. Во-первых, чтобы решить любую задачу в этот период времени, важно сконцентрировать все свое внимание именно на этой задаче и не разбазаривать, как грубо сказано, всю свою энергию и внимание на что-то другое, на какие-то мелочи. Во-вторых, не стоит делиться своими секретами, своими тайнами с какими-то людьми или даже с друзьями. Лучше промолчать какой-то период времени, и потом вы поймете, что вы сделали правильно. Ну и также, если у вас потребует помощи, то обязательно ее окажите. 12-й дом — это все, что связано с пожертвованиями и нашей доброй волей. Ну и под конец месяца, дорогие мои близнецы, второе полнолуние за август месяц будет в вашем 10-м доме гороскопа. Во-первых, вам потребуется какой-то сертификат, какие-то бумаги для подтверждения либо своей профессиональной квалификации, либо для того, чтобы устроиться на работу, придется поездить по каким-то структурам государственным и получить какие-то справки. Может быть, медкнижку нужно будет продлевать, либо получать военный билет, либо получать СНИЛС, ИНН. Все, что с этим связано, с документами, вам потребуется эта бумажка. Полнолуние в 10-м доме призывает вас действовать четко, структурированно, как будто вот собрать себя по кусочкам и сделать определенные действия. Вы будете идти упорно к цели, не видеть никаких преград в конце месяца, и это очень даже хорошо. В этот период времени, возможно, поменяется ваш статус. К примеру, вы были безработным, а тут вы найдете работу. Или совершенно наоборот, уволитесь с этой монотонной, непонятной работы, которая вас бесит, и пойдете в свое свободное плавание, будете открывать свой бизнес. Или наоборот, закроете свой бизнес и пойдете в найм. Какой-то статус поменяется, а даже, возможно, любовный, типа выйдете замуж или разведетесь. Это время также привносит в нашу жизнь популярность. Если вы блогер, если вы ведете соцсети, если вы популярны у себя на районе или у себя на поселке, то обязательно к вам будут стремиться люди, спрашивать совета, быть рядом с вами, лайкать ваши фотографии, ваши посты, ваши видео. То есть как-то вот внимание будет сконцентрировано в конце месяца именно на вас. Будьте готовы, проявите, так сказать, все самые свои близнецовские качества. Людям вы точно понравитесь. Вот такой был астрологический прогноз, дорогие мои близнецы, на август 2023 года. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Хочу пожелать вам счастья, здоровья крепкого и веры в себя. У вас все получится, держу за вас кулачки. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Впереди много позитива и много интересного. Всем до свидания.